Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сегодня 1 мая 2025 год. День, тить твою налево, международной солидарности, мать твою, трудящихся. Да, нет, в свое время праздник неплохой был. Бухали сильно после него. Да, просто так в усмерть. Вот. На парады я ходить не любил, но выпить после них обожал. Это было классно. Да. Сейчас таких парадов нет. Ну и хрен с ними. Такое дело. Значит так, что там сегодня? Давайте посмотрим по потерям у рашистов, как это все происходит, и т.д. и т.п. Потери только растут. Картина соблюдается приблизительно та же самая, что была и несколькими днями раньше, и, как говорится, еще раньше. Что даже американцы, вот Келлог, в неожиданном совершенно выступлении на Fox News, извините, это республиканский ресурс основной, будем говорить, да, и именно этот ресурс написал, именно там он выступил и сказал, что Россия, мягко говоря, преувеличивает свои достижения во время российско-украинской войны. Они выдают желаемое за действительное. Они не взяли, как он выразился, Киев, они не взяли Одессу, они ушли с северной части Украины из и частично из восточной. Вот. Им не удалось захватить ни один, кроме Херсона на тот момент, Херсон же мы отбили, им не удалось не захватить ни один областной центр во время вот этого крупномасштабного нападения. Их сдобутки, их достижения ограничиваются несколькими метрами, в то время как они рассказывают, что это мили. Миля приблизительно 1600 метров, морская миля 1800. То есть то, о чем я говорю каждый день. Но в то же время рашисты теряют сотни тысяч людей, чтобы продвинуться на метры. И он говорит, Келлог говорит, это никак не может быть достижением России. Это делает сильной позицию Украины, потому что, видите, Украина сейчас фактически ведет эту войну. Я имею в виду, ведет, находится в голове. Потому что ведут войну рашисты против нас. Вот так вот. Да, то есть Келлог говорит, что у Украины хорошая позиция для начала переговоров. И вот эти переговоры, собственно говоря, и будут начинаться. Келлог — это переговорщик Трампа, который работает по Украине. По России работает Витков. Это так, чтобы было понятно, если кто не знал. Вот. А тогда действительно, это, кстати, очень странно слышать, да, от человека Трампа. Да, он еще сказал, что российское перемирие на 3 дня – это просто абсурд. Действительно абсурд. На 3 дня. Вот, то есть, друзья мои, ситуация такова, что у американцев начинает лопаться терпение по поводу рашистов и того, как они саботируют перемирие. И вот продажа Украине оружия, подобное выступление не только со стороны Келлога, но и со стороны других деятелей в США дают понять Путину, что все может поменяться еще на 180 градусов. И тогда будет ему плохо. Да. Посмотрим. Или будет перемирие, только не на 3 дня. Да. А пока что они несут потери, ребятки. 1230 уконтрапупленных путинских вооруженных бандитов, отправлены курсом русского военного корабля на концерт Кобзона. Кобзон там уже надрывается, бедняга, кричит в 3 глотки, ничего не получается. Потому что всего его слушает 953 190 гавриков. 3 танка. Утильсырье, всего 10 732 и 11 броневиков туда же. Всего 22 364. Вы прекрасно видите, что танков и броневиков относительно немного. Рашисты их пытаются беречь, их не так много. А вот чмобиков не жалко. Чмобиков утилизируют. Тем паче это все попадает под программу замены населения, о которой я много говорил, которая сейчас работает на России. То есть он утилизирует свою алкашню, которая ему не нужна. Вот, у которых написано, там, я не знаю, в паспорте их пишут, русские не пишут. Он это старое население, и оно ему не нравится, видимо, он его утилизирует на войне. В то время, значит, сотни тысяч мигрантов заходят на Россию вместо них и, как говорится, включаются в жизнь. Начинают русские женщины рожать таджикских детей, условно говоря, да, может, узбекских, может, еще каких-то. Вот, тех, кто новоприбывших. Вот. А Ванька, дурак, был убит на фронте, либо же остался без причинного места, как говорится, он больше не нужен. Вышел в тираж, будет стоять возле
церкви, на паперти просить милостыню, а жонка с новым мужем будет идти, кинет ему копейку. А может и не кинет, и пойдет дальше. Вот так вот, да. 45 артсистем за вчерашний день. Туда же в утильсырье, всего 27 136. И 1 единица ракетных систем залпового огня. Какая, не скажу, всего 1375. 2 средства ПВО уничтожено за сутки. Это замечательно. Это говорит о том, что наши дроны более спокойно будут летать над Российским рейхом и будут достигать поставленных военных целей. Военных, а не гражданских, как стреляют рашисты. Из них, я точно знаю, один это БУК М3. Это система средней дальности ПВО стоимостью больше 40 миллионов долларов. Вот так. Да, это замечательно. Да, и 112 беспилотников различных типов было сбито нашими героями за прошедшие сутки. Всего 34 401. Традиционно много автомототехники. Ну, тут, понятное дело, рашисты на всяких гольф-карах, на всяких буханках, на этой всей дребедени ходят в атаку. Сверху прилетает что-нибудь, то ли дрон, то ли снаряд, то ли мина какая-то снизу. И это все разлетается на 1000 мелких кусочков вместе с чмобиками и вместе, соответственно, с их горе-транспортным средством. Вот. Потом собрать это все уже совершенно невозможно. Да, еще вот сегодня посмотрел одно интересное видео, называется «Что такое ускорение?». Там чмобик, да, удирает от дрона, а потом дрон таки оказался более проворным, вот, а потом все увидели ускорение. Вот внизу в описании к данному ролику будет ссылка. Эта ссылка, это как раз и есть квинтэссенция вот всех российских сейчас атак, потому что они шлют на забой своих чмобиков, вот, а там уже стоят, уже их ждут, когда их уже утилизируют, и толпы мигрантов, значит, идут счастливых на свою новую родину, обживать ее, вот, и, как говорится, возвращать все взад, потому что, если посмотреть туда, взад, в российский, то никакой России, понятное дело, не было. Была Московия, был Улус, точнее, окраина Улуса Золотой Орды, мусульманского, конечно, а какого же еще? Ну вот, Путин это все взад и возвращает.